В этом году исполняется 20 лет со дня рождения новых независимых государств на евразийском пространстве СНГ после распада СССР. Эти события радикально изменили жизнь сотен миллионов наших сограждан, когда миллионы людей, привыкших к относительно спокойной и стабильной жизни, оказались без работы. Миллионам пришлось покинуть родной дом из-за военных и межнациональных конфликтов. К счастью, в СССР дело не пошло по югославскому варианту войны всех против всех. Распад СССР обозначил рождение уникального в истории Евразии межгосударственного объединения – Содружества независимых государств, участники которого подписали знаменитую Алма-Атинскую декларацию СНГ. Просторы Евразии за 2000 лет видели подъемы, падения и вновь возрождение многих государств и межгосударственных союзов. В наши дни с провозглашением идеи о создании Евразийского союза будет вновь выстраиваться огромное пространство от Тянь-Шаня до Тихого океана и от Бреста до Владивостока. Здесь на протяжении столетий совместно проживают православные и мусульманские народы. Векторы объединения на этих огромных территориях заложены еще в идеях именитых шейхов Ахмада Ясауи и Бахауддина Накшбанда. В позапрошлом веке мусульман Волго-Уральского региона, Сибири и Казахстана сплотил последний великий шейх Накшбандии Зайнулла Ишан Расули. Знаменитый востоковед Хусаин Фаизханов 1,5 века назад заложил основы единого словаря тюркских народов. Идеи православно-мусульманского симбиоза провозглашал отец джадидизма Исмаил Гаспринский. В конце XX века Нурсултан Назарбаев сформулировал идеи Евразийского союза в современных условиях. 3 октября этого года председатель правительства России Владимир Путин в своей статье указал: мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из подходов современного мира и при этом играть эффективной связки между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. Конец цитаты. И мы с вами уже видим реальные результаты этих проектов. 18 октября в былой столице Российской империи Санкт-Петербурге главы правительств стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Свои подписи поставили премьер-министры России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана, а республики Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан обещали присоединиться к договору до конца текущего года. В условиях мирового кризиса усиливается опасность экстремизма и терроризма и особо радикализма в молодежной среде. В последний год в результате известных всем нам событий арабский мир трансформировался на наших глазах. В Тунисе уже прошли парламентские выборы, на которых, как и в Турции, победили умеренные происламские силы. В основе этого движения действует благочестивый, преимущественно городской средний класс, объединяющий интеллигенцию и квалифицированных рабочих. Эти граждане сумели прекратить насилие и погромы в своих странах. Но и здесь находятся определенные силы, пытающиеся увидеть в этом проникновении во власть исламских радикалов, исламского насаждения и исламской морали. Нельзя забывать, что одновременно в этом же году всю Европу охватили погромы и грабежи. При этом никто не говорит о протестантском экстремизме в Великобритании или православном в Греции, которую сотрясает непрекращающееся насилие в течение всего нынешнего года.
Накануне прошлых выходных было объявлено об отставке правительств двух стран Европейского сообщества – Италии и Греции. Причем итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони ушел по настоянию как Папы Римского, так и президента страны Джорджа Наполитано, отнюдь не только по экономическим причинам. Однако никто же не говорит в связи с этим о глобальном кризисе христианской, католической морали и нравственности. Альхамдулилля, слава Всевышнему, на постсоветском пространстве сейчас царит мир. За 20 лет народы бывшего СССР устали от разобщенности. В наши дни проект Евразийского союза, как указывают Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, не обозначают реанимацию Российской империи или СССР, не угрожают суверенитету государств. Планы интеграции основаны на реальном проекте создания большого рынка на 165 миллионов человек, модернизации, повышения стандартов, технологического развития наших стран. Как и во все времена, особенно в дни Золотой Орды и Российской империи, мусульманские духовные лидеры идут в авангарде проектов Евразийского союза. Их интеграционный потенциал усиливается за счет институтов, которые социализируют нашу мусульманскую умму все эти 20 лет. Всего четверть века назад, когда я сам начинал служение на посту имама Московской соборной мечети, в Российской Федерации не было ни одного мусульманского учебного заведения, а число мечетей ненамного превышало 100. Ни в одном городе России не было более чем одной мечети. Сегодня у нас в стране тысячи мечетей, десятки профессиональных учебных заведений, сотни тысяч обучающихся во всех типах мусульманских учебных заведений. Ныне существуют сотни периодических изданий и не поддающиеся контролю число мусульманских сайтов и блогов. Во всех странах СНГ в последние 20-летия наблюдается небывалый количественный подъем во всех этих сферах. К сожалению, он пока не совсем перешел в качественный объем, но мы надеемся, что с приходом новых специалистов, грамотных и образованных наших молодых людей, это перейдет и, иншаллах, и в качество. А если посмотреть в залы наших мечетей, на лица наших прихожан, то мы увидим, как изменились ряды, сафы наших верующих. Если 20 лет тому назад в мечети ходили в основном люди пожилого возраста, то сегодня 90% наших прихожан составляют молодые люди. И это одинаково так во всех наших суверенных государствах. А сам процесс интеграции стран СНГ, как уже говорилось, набирает обороты на наших глазах. С 1 января 2012 года вступает в действие новый проект «Единое экономическое пространство», объединяющее Россию, Казахстан и Беларусь. Ставится вопрос о присоединении к нему Кыргызстана и Таджикистана. Поэтому очевидно, что объединение невозможно без активного участия широких масс мусульман стран СНГ.